Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Ам, Очень приятно, что вы в такое раннее время, кто-то в 7 утра, кто-то в 9 утра, выделили время на то, чтобы прийти и послушать данный вебинар. Прежде чем мы начнем презентацию, хотелось бы сказать, пожалуйста, в этот раз не пишите вопросы в чат, а присылайте, пожалуйста, их все через службу поддержки. Присылайте, пожалуйста, все вопросы через службу поддержки, потому что все вопросы, которые у вас сегодня появились, дополнительные, помимо тех, на которые не будет дан ответ, на все эти вопросы будет дан ответ чуть попозже. Наш разработчик на них на все обязательно ответит. Присылайте, еще раз повторяю, их через службу поддержки, потому что в чате огромное количество вопросов теряется, не замечается, пропускается. Поэтому еще раз повторяю, вы сами, вопрос, который у вас возникнут, вопросы, которые возникнут у партнеров у ваших, пожалуйста, присылайте их все через службу поддержки. Большое спасибо за понимание. Ну, я думаю, что можно начинать. Меня, я думаю, вы все хорошо и так знаете. Меня зовут Елена Шага. Сегодня у нас также на этом вебинаре присутствует гость и соавтор-разработчик продукта лифтинг системы Skindulgence, это Джоди Адамс. We can go ahead. Me? Do I? Okay. First of all, I just want to thank you so much for having me here. I'm here because I was involved in the formulation of the 3-step NHT Skindulgence line. And so I'm just here to explain a little bit of the process when we were formulating this product, what we set out to do, and some of the ingredients that we chose and why we chose them and why they're so effective. Спасибо всем большое для начала. Всех хочу поблагодарить за то, что выбрали время, чтобы прийти на этот вебинар. Для кого-то это время очень раннее. И сегодня причина, по которой я лично здесь нахожусь, заключается в том, чтобы рассказать вам поподробнее о этом продукте, о том, как мы его разработали, какие эффекты он в себе заключает, потому что я являлась непосредственно соавтором-разработчиком этого продукта. When we set out to formulate this line, we wanted to give NHT a truly unique system that would offer immediate results and also long-term skin benefits to actually help improve the skin's appearance over time. Когда мы разрабатывали эту систему, мы хотели создать такое средство, которое не только давало бы быстрый и при этом долговременный результат, но еще и подходило бы женщинам разных возрастов. So when we set out to source ingredients, we set out to find the most functional, high-quality ingredients that we could, made with the strictest quality processes, and to make it truly unique because there are so many skincare products on the market right now. Мы хотели, чтобы данный продукт был абсолютно уникальным, потому что в настоящее время на рынке огромное количество продуктов по уходу за кожей, продуктов для красоты. Поэтому мы сосредоточились на поиске наиболее мощных, высококачественных и действенных ингредиентов для данного продукта. So the step one is the cleanser. And one of the main ingredients in the cleanser is jojoba oil. И как вы, я думаю, знаете, данный продукт состоит из нескольких этапов. И первый этап это очищение и подготовка к нанесению маски. И важнейшим ингредиентом первого этапа является масло жожоба. It's unusual to find an oil in a cleanser. We chose jojoba oil specifically because it cleans naturally and gently, and it removes all oils and makeup. Ну, на самом деле для кого-то может быть неожиданностью, да, найти масло в первом этапе, потому что это все-таки очищение. Почему же там масло? Потому что масло жожоба действительно очень нежно и эффективно очищает кожу и удаляет кожный жир, частички кожи и любое другое загрязнение.
But the difference with jojoba oil is it is the closest product in nature to the sebum that your own skin produces. Кроме того, масло жожоба– это единственный ингредиент, единственный натуральный ингредиент, который очень похож по составу на кожный жир, который вырабатывается нашей кожей. So what it does is it dissolves the dirt and the dirty sebum, but it replaces it. So it replenishes your skin. So it's cleaning without drying, like many cleansers do. Таким образом, масло жожоба, оно не только очищает кожу, но при этом еще и напитывает ее питательными маслами. То есть многие другие продукты, они, очищая кожу, при этом сушат ее, потому что они просто удаляют кожный жир. Масло жожоба в данном случае не просто очищает кожу, но также и, как я уже сказала, питает ее и увлажняет, являясь своеобразной заменой кожному жиру. We are also using a wheat protein specifically formulated for skincare. Кроме того, мы используем также эффективные аминокислоты, специально используемые для заботы о коже. And the wheat protein retains moisture in the skin as well and protects it from drying out. И что делают эти протеины? Они, можно сказать, заключают влагу внутри кожи и предотвращают кожу от высыхания. We've also used a natural nettle extract, which is something that's been well known for many, many years for its astringent properties. So you may find if you have acne or blemishes that they will clear up with this cleanser. Could you please spell it? I don't know what it is. Nettle, N as in Nancy, E-T-T-L-E. It's a plant, a botanical extract, you could say. Кроме того, мы используем еще один... Plant extract. It's N-A-T-T-A-E? N-E-T-T-L-E. Да, одну минутку. Сейчас я найду, что это за такой растительный экстракт. Экстракт крапивы. Используем также экстракт... Okay, thank you, I found it. Используем также экстракт крапивы, который известен за свои антибактериальные свойства. И именно поэтому данный продукт, данная маска, данная система очень подходит людям, у которых есть проблемы с расширенными порами и акне. We also use an extract called willow bark, which is a natural, gentle exfoliant to help clean the pores. Еще один экстракт, который мы используем, который является натуральным отшелушивателем и помогает очистить наши поры, это экстракт ивовой коры. We also added vitamins A and E and some additional cleansing and conditioning botanical extracts. Кроме того, в данный продукт еще добавлены витамины А и Е и некоторые другие травяные экстракты. So the result is a cleanser that thoroughly cleanses the skin and the pores, but protects it from dryness and restores moisture. Таким образом, первый этап – это очищение. Он не только очищает кожу, очищает наши поры, очищает кожу от различного загрязнения, но еще и питает нашу кожу при помощи масла жожоба. So the cleanser prepares the skin for the next step. Как мы знаем, первый этап также подготавливает кожу ко второму этапу маски. So if you think of a very dry sponge, when you drip water on it, the water just drips off. But if your sponge is nice and damp and you drip water on it, the moisture goes all the way in. And that's what we're doing with the cleanser to prepare it for step 2. Почему, да, нам в данном случае необходим также этот первый этап? Представьте себе такую очень сухую губку, практически деревянную. Наверное, представляете, да, когда губка сухая, и вы, сверху
наливаете на нее воду, то вода просто с губки скатывается. А когда губка достаточно влажная и мокрая, да, эта вода в губку впитывается. Вот также по аналогии работает наша кожа. Чтобы кожа могла лучше подготовиться к усвоению маски, и маска возымела лучший эффект на кожу нашего лица, необходимо сначала ее подготовить и увлажнить. Step 2 is the mask, which is the mask is the product that a lot of people love the most because it's so effective. Маска – это второй этап, и, разумеется, многие любят этот продукт больше всех остальных, потому что он очень эффективен. The mask contains silk amino acids, which are the specific amino acids that our body uses to synthesize collagen and elastin. Кроме того, кроме различных растительных компонентов, в маску также входят аминокислоты шелка. So if you look at a lot of skincare products that contain collagen, it's important to note that just applying collagen to your skin surface is not effective because the collagen molecules are too large to be absorbed. Кроме того, я думаю, что многие из вас замечали, что коллаген это то вещество, которое входит в состав большого количества продуктов по уходу за кожей. Но стоит понимать, что не все, да, не все из них одинаково полезны. Если вы просто коллаген будете наносить на кожу, это ни к чему не приведет, потому что большинство молекул коллагена слишком большие для того, чтобы проникнуть в кожу. So if we use the silk amino acids, we're actually giving our body what it needs to synthesize the collagen and elastin and boost production of those on its own. И поэтому, используя аминокислоты шелка, мы, по сути дела, стимулируем наше тело, стимулируем нашу кожу вырабатывать собственный коллаген самостоятельно. И коллаген и эластан самостоятельно. We're also using a very effective acacia gum extract, which has lifting and toning properties. And that's what minimizes the appearance of the fine lines. Кроме того, мы также используем экстракт сенегальской, используем камень сенегальской акации, который является очень хорошим средством для разглаживания морщин и для придания тонуса кожи. Именно поэтому наша маска обладает таким мощным эффектом. So as the mask dries, you will actually feel this lifting effect that helps push the muscle groups together, that helps to tone and firm the skin. И когда маска высыхает, вы действительно ощущаете этот эффект. Вы действительно ощущаете этот эффект. Мы иногда называем это своеобразными упражнениями для кожи. Что делает маска? Она, если можно так сказать, стягивает, собирает группы мышц вместе для того, чтобы они сокращались. We're also using an extract called Chondrus crispus or carrageenan, sorry. Мгм. And this extract is really packed with vitamins and proteins and minerals that nourish and soften the skin. Кроме того, мы используем также экстракт хондруса курчавого, это водоросль. Называется также этот экстракт каррагинан. И действительно, в этом экстракте содержится огромное количество питательных элементов, витаминов для того, чтобы омолаживать и питать нашу кожу. So these extracts, combined with the other ingredients in the mask, are removing impurities from your skin while retaining moisture, and they're really firming the skin. So people notice that their skin is instantly glowing and revitalized. И данный экстракт также обладает очень хорошей очищающей способностью, но при этом также заключает влагу внутри кожи. Именно поэтому очень многие люди отмечают действительно мощный увлажняющий эффект маски и что их лицо светится после применения этого продукта. And this is why you get results right away with the mask and why so many people
love the three-step process so much because immediately they can look in the mirror and see the effects. Именно благодаря этим экстрактным компонентам вы ощущаете моментальный эффект от маски, что люди действительно смотрят в зеркало после первого применения, уже видят эффект. The final step is the moisturizer, which also contains so many beneficial ingredients for skin. И заключительный этап – это увлажняющий крем, в котором также содержится огромное количество питательных компонентов. The moisturizer contains a very pure, soluble marine collagen. Что содержится у нас в увлажняющем креме? Во-первых, это очень мощный растворимый морской коллаген. And we chose the marine collagen. Again, like I mentioned earlier, most collagen is too large of a molecule to be absorbed. Marine collagen is easily absorbed by the skin because the collagen molecules are much smaller fragments which penetrate easily. Почему же мы вообще выбрали морской коллаген? Буквально недавно, говоря о различных средствах по уходу за кожей, я упоминала, что большинство молекул коллагена слишком велики для того, чтобы проникнуть в кожу и усвоиться кожей. Но морской коллаген имеет более маленькие молекулы, которые эффективно усваиваются клетками кожи. And marine collagen also has antioxidant properties that have been shown to help prevent and even help repair damage from environmental factors and sun damage. Кроме того, он также обладает антиоксидативными свойствами, является мощным антиоксидантом, и было доказано, что он имеет способность предотвращать, а также восстанавливать ущерб, нанесенный коже различными факторами окружающей среды и солнцем. And we also used, again, jojoba oil and vitamins A and E, which are very absorbable and give superior moisturizing. Кроме того, мы здесь также используем жожоба и витамины А и Е, которые очень питательны и также прекрасно усваиваются кожей и дают продолжительный эффект увлажнения. And we also use in the moisturizer a very pure aloe vera gel, which is healing and soothing and conditioning and moisturizing. Кроме того, мы используем также очень высокого качества гель алоэ вера, который является успокаивающим, восстанавливающим и увлажняющим средством. So the result you get with the moisturizer is a very moisturized skin, which is never greasy. И эффект, который вы получаете от увлажняющего крема, это действительно глубоко увлажненная кожа без маслянистого эффекта. And this moisturizer has been formulated to be compatible with all skin types and also to be used day and night for super soft, supple skin. Поэтому данный продукт, в частности увлажняющий крем, разработали таким образом, что он подходит для любого типа кожи, для любого возраста и может использоваться в любое время дня, каждый день. So this is a unique group of ingredients in a unique three-step process. And go ahead. Sorry. Действительно уникальные ингредиенты подобраны для того, чтобы совместно работать и давать потрясающий эффект от этого продукта. And it's been designed to give you results right away, but also with some very long-term benefits. So your skin, it will help actually improve your skin over time as well. Этот эффект, он не только кратковременный и краткосрочный, да, потому что первый результат мы уже видим после 30 минут первого применения, но продукт был также разработан с расчетом на долгосрочный и продолжительный эффект. All of our formulas are paraben-free, and every ingredient is sourced from reputable, FDA-registered, inspected facilities with the strictest quality guidelines. И все наши продукты в составе этой системы, они без парабенов, не содержат парабенов. И кроме того, все ингредиенты, которые находятся в составе данных продуктов, очень строго отобраны и
Мы получаем их только от тех поставщиков, которые прошли одобрение FDA, для того, чтобы гарантировать высочайшее качество. So that is basically it in a nutshell as to why this skincare system has become extremely popular. And we've had more and more consumers every year that just refuse to be without it. People love it. Эта система стала невероятно популярной, и на протяжении этих долгих лет люди ею пользуются, и у нас сейчас огромное количество новых клиентов, которые также очень хотят ею пользоваться, и многие наши потребители, многие наши клиенты уже ни дня не могут прожить без этой системы. And that's pretty much it. Мгм. Did you want to address any of the questions at this point? Maybe if there is a chance you can address the mask a little bit more. Okay. Мгм. You mean more about the ingredients in the mask? The ingredients and also how does it work? Why is it so effective? The mask is so effective because as it dries, it's actually pushing together the muscle groups under the surface of the skin. So you get almost like a muscular toning, so that as you use it over the course of, say, 30 days, just like if you worked out in a gym for 30 days, those muscles are going to start toning up because they're getting used to being tightened up in that fashion. It's similar to working out in a gym. Your muscles are contracting in response to the dryness, so you get a toning effect. Каким же образом работает маска и почему же она так эффективна? Ну, я думаю, что, в принципе, все здесь присутствующие знают, как она работает. Когда вы наносите маску на кожу, вы ощущаете такой своеобразный стягивающий эффект и легкое покалывание. Почему это происходит? Потому что маска работает на мышцы нашего лица, которые находятся прямо непосредственно под кожей. Да, при помощи маска, если можно так сказать, стягивает группы мышц вместе и задает тонус мышцам. И это, в принципе, можно сравнить с фитнесом и занятиями в тренажерном зале. То есть каждый раз, да, когда вы занимаетесь физическими нагрузками и занимаетесь фитнесом, вы задаете тонус своим мышцам. И постепенно мышцы привыкают к этой физической нагрузке и остаются в тонусе. Таким же образом работает, в принципе, и наша маска. Yeah. Do you think, would you like me to speak more on that? Yes, I think so. Anything you can, if you want to elaborate, then please elaborate. On the mask. Well, the application of the mask, let's see, how can I say this? So you use the cleanser and you get your skin moisturized and prepared to receive the nutrients in the mask. Итак, первым этапом вы используете очищение. Первый этап для того, чтобы кожу увлажнить и подготовить к нанесению маски. So then when you apply the mask, you've got the silk amino acids that are able to penetrate. And the other thing that the silk amino acids and the marine collagen do is they bind moisture. So they're going to help your skin retain the moisture over a longer period of time. После этого вы наносите маску. В маске, как я уже сказала, содержатся аминокислоты шелка и также морской коллаген. И еще одна функция, которой обладают эти два компонента, они связывают влагу и позволяют удерживать ее внутри нашей кожи. Именно поэтому маска обладает очень мощным еще и увлажняющим эффектом. So, and then
along with that, you've got the other vitamins and proteins and minerals that are penetrating the skin while you're getting the tightening as the mask dries. So this is how you're getting the retained moisture and the firmer skin and the revitalized glow that you get after you take the mask off. Кроме того, пока вы наносите маску и лежите с ней, большое количество питательных травяных экстрактов, протеинов, аминокислот и витаминов проникает в вашу кожу в это время, поскольку, опять же, вы подготовили ее при помощи первого этапа. И таким образом, именно поэтому, когда вы смываете маску, у вас кожа выглядит очень сияющей, увлажненной и в тонусе. So that is basically how the mask works and why it's so effective. То есть еще вот почему маска так хорошо работает и почему она так эффективна. And do you think that was enough on that? I think you can maybe address some of the questions first. Okay. Yeah. So one of the questions was if someone has a slight reaction or feeling of discomfort, should they try it again or not? Ну, что касается образовательной части, на этом, в принципе, все. И хотелось бы сейчас, потому что, в принципе, многие из вас большие профессионалы в области нашей маски Skindulgence, хотелось бы сейчас ответить более подробно на вопросы, которые вы нам задали. And in general, oh, go ahead. Первый вопрос – это люди, у которых аллергия или у которых очень чувствительная кожа. Можно ли им пользоваться маской Skindulgence? In general, NHT would recommend that if you experience a negative reaction after using these products or any products, you should discontinue use of them. Ну, вообще, конечно, мы часто говорим о том, что если вы испытываете аллергическую реакцию на данный продукт, либо на любые другие продукты, любых других компаний, в принципе, то использование этого продукта стоит временно приостановить. These products were formulated to suit all skin types, and we have not heard of any adverse reactions with these products. Данный продукт был создан с целью подходить всем любым типам кожи, и мы не слышали еще ни разу на аллергическую реакцию на данную маску. But that said, we can't guarantee that nobody will have, that everyone will have the same experience. Но при этом гарантировать, да, что это будет так для всех, для любого человека, кто ее попробует, мы не можем. However, if you notice a reaction with one of the products, you can certainly still use the others. The products can be used standalone. They don't have to be used, all three if you notice a reaction with one. Либо если вы чувствуете, что у вас реакция или у вашего клиента реакция на какой-то из 3 продуктов, ну, например, на один из продуктов, а на другой такой реакции нет, вы можете не использовать один из продуктов и пользоваться остальными. And each product individually has been formulated to give outstanding benefits on its own, as well as being designed to work as a group. Все продукты очень мощно работают в комплексе, но при этом каждый из продуктов также был создан с расчетом на то, чтобы давать также очень мощный видимый эффект. Now we have noticed, particularly with the mask, that sometimes there's an initial reaction, and not an adverse reaction, but because it's different than anything you've ever used, you may find that the tightening or the rosiness or the glow that you get is just different than what you're used to. So we do find that some people just need 2 or 3 times to get used to the mask sometimes.
Кроме того, мы также хотелось бы предупредить, что некоторые люди, которые пользуются маской в первый раз в жизни и когда до этого ею не пользовались, они замечают, что работает это иначе, чем любые другие продукты для красоты, которыми они пользовались до этого. Например, что во время использования маски лицо очень сильно стягивает, или то, что лицо после употребления этой системы достаточно розовое, да, как после упражнений и так далее. Очень многие люди думают, что это аллергия, либо что это какой-то неблагоприятный негативный эффект. На самом деле это не негативный эффект, это просто потому, что человек пользуется маской в первый раз. Поэтому обычно таким людям мы рекомендуем попробовать маску использовать 2-3 раза и уже на основе этого принять свое решение. The next question is, we have had good results from people with acne using the facelift. Does this work for those with acne? Второй вопрос был касательно акне и каким образом работает маска для людей, у которых есть акне, угревая сыпь. So the products were not specifically targeted for acne. However, there are many botanicals that have very astringent properties, and there's a lot of pore cleansing ingredients. So a lot of people with acne do notice significant improvement. Ну, данный продукт вообще не был разработан изначально для лечения или предотвращения угревой сыпи и не является таргетным продуктом для устранения акне. Но при этом в нем содержится большое количество растительных компонентов, которые обладают антибактериальным эффектом и, кроме того, которые очень мощно очищают поры. Поэтому люди, у которых есть акне, чувствуют эффект от этого продукта. We did specifically formulate this three-step process for all skin types, being men and women, young and old, and oily, dry, and sensitive skin. Мы специально продукт разработали с учетом того, чтобы он был универсальный, подходил всем мужчинам, женщинам, людям молодого, пожилого возраста. Неважно, какой тип кожи, жирная кожа, сухая кожа, чувствительная, для того, чтобы этот продукт подходил всем. What we would recommend is if you have open or infected or swollen blemishes, that you may want to consult a physician before you use any product. Но если, конечно, у вас на лице очень серьезные проблемы, открытые раны или, допустим, серьезное очень воспаление, конечно, перед тем, как использовать вообще, в принципе, любой продукт для кожи, лучше проконсультироваться с вашим врачом. The next question is, when applying the Skindulgence system for the first time, is there a demo or an allergy test that people should do first? Ну, еще один вопрос связан с тем, что перед тем, как наносить Skindulgence в первый раз, необходимо ли мне протестировать, есть ли у меня аллергия? We did formulate the Skindulgence system to be a very gentle and effective system for all skin types, and it is free of paraben and sulfates, which are the things that often cause irritation. Ну, как я уже сказала, мы разработали систему с тем расчетом, чтобы она подходила всем типам кожи. Там нет ни парабенов, ни сульфатов, а это как раз те компоненты, которые чаще всего развивают раздражение и кожную реакцию. And there are thousands of NHT global customers that have enjoyed its benefits for many years with no issues. И тысячи людей во всем мире, клиенты NHT Global, использовали эту маску в течение уже 17 лет и, в принципе, не испытывали никаких неприятностей. But that being said, everyone's skin is different. So that's not to say one person may not have a reaction different from another person's. So, of course, we can't guarantee that every product will work for every person. Ну, естественно, у всех разная кожа, и мы не можем гарантировать, что да, даже 1 из миллиона не получит какую-либо неблагоприятную реакцию. The products do contain fragrances. However, the fragrances are IFRA approved fragrances, and that's an International Fragrance Association.
Ну, действительно, в этом продукте содержатся ароматизаторы, но, тем не менее, все эти ароматизаторы одобрены IFRI, это прошу прощения, Международная ассоциация ароматизаторов. So just a note on the IFRA Association. That's the International Fragrance Association. And it is a panel of independent experts that do an extremely thorough testing on every component of every fragrance to ensure its safety. Ну, что это вообще за ассоциация такая? Как я уже сказала, это Международная ассоциация ароматизаторов, которая состоит из независимых экспертов, которые проводят очень серьезные и скрупулезные тесты для того, чтобы убедиться, что ароматизаторы не несут никакого вреда и не обладают негативным эффектом. And just as a note, the IFRA expert panel is made up of dermatologists, toxicologists, pathologists, and environmental scientists. So it's a very broad range. Sorry. Go ahead. И в состав этой международной ассоциации входят врачи-дерматологи, входят токсикологи, входят также ученые, занимающиеся проблемами окружающей среды, для того, чтобы комплексно и с различных аспектов изучить все ароматизаторы. That being said, anyone that has known allergies or sensitivities should read the full ingredient list of each product in advance. При всем при этом я хочу сказать, что люди, которые уже страдают аллергиями, и известно, что у них аллергия есть на какие-то компоненты или на какие-то вещества, этим людям необходимо очень внимательно прочитать состав и изучить каждый компонент, чтобы убедиться, что на это у него нет аллергии, уже известной. And if you have sensitive skin, you can certainly do a spot test by applying a small amount to the underside of your wrist for 24 hours before you apply the products to your face. Кроме того, вы знаете, что можно провести тест. Если вы знаете, что у вас чувствительная или склонна к аллергии кожи, можно всегда провести тест, нанести небольшое количество продукта на сгиб локтя, либо на ваше запястье, естественно, с внутренней стороны. Посмотреть, если в течение 48 часов не проявилось никакой реакции, значит, у вас нет аллергии на этот продукт. But if you do notice redness or itchiness or a rash, those would all be signs of irritation or potential allergy. So you should stop using the products if you do have a reaction like that. Ну, если у вас там появилась сыпь, покраснение, раздражение, это может быть сигналом о том, что, возможно, у вас аллергия на какой-то из компонентов, и вам стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом. There is a question that steps 1, 2, and 3 of the paraben-free version are not. Let's see, the previous formulation was much stronger and gave a better lifting effect. It's the question before that. How did steps 1, 2, and 3 change compared to the previous formulation? And aside from being paraben-free, did you also change or add any other elements inside it? No, we did not. So you did not do any major changes? Nope, we went through the 3 formulas and we did compositional breakdowns on every material, and all we did was remove anything that had a paraben and replaced it with an equivalent that was paraben free. Mm-hmm. And very few of them were even functional ingredients, so they're basically identical. Ну, что касается изменения формулы, часто задают вопросы, что мы поменяли, что мы добавили или убрали, когда меняли формулу. Ну, стоит сказать, что мы убрали исключительно парабены. Каким образом мы это сделали? Да, мы разобрали каждую формулу на составные части, и все компоненты, которые включали в себя парабены, мы заменили идентичными, но не содержащими парабенов. Кроме того, стоит сказать, что компоненты, да, которые содержали парабены и которые мы заменили идентичными, они не были функциональными, по большей части они не являлись функциональными компонентами, то есть не несли в себе основной
смысловой, не смысловой нагрузки, не несли в себе основного эффекта. Поэтому устранение парабенов никаким образом на состав не повлияло. So there are very few ingredients that changed at all in the entire three-step process. На самом деле в этапах 1, 2 и 3 изменилось совсем немного ингредиентов. Меньшинство ингредиентов. And in a couple of cases, we actually found more effective ingredients in the paraben-free version. И для некоторых из этих компонентов версия, да, без парабенов, то есть идентичный продукт без парабена, он оказался даже более эффективный, чем предыдущий. You know, because the industry is gravitating towards paraben-free, and the skincare industry is changing every year. In changing those ingredients, we actually found in some cases that there are newer, better, more effective ingredients out there that are paraben-free. So if anything, there should be an improvement. И, кроме того, мы все знаем, что индустрия по уходу за кожей меняется каждый год, каждый день. Появляются новые ингредиенты, появляются новые составы. И действительно, в настоящее время тренд и тенденция в индустрии по уходу за кожей – это отказ от парабенов, в целом отказ от парабенов. И, кроме того, как я уже объясняла, некоторые ингредиенты, которые были без парабенов, некоторые ингредиенты, которые содержали парабенами, мы заменили аналогичными ингредиентами без парабенов, которые при этом оказались еще более мощными. Вот так. Okay, and let's see, how many times does one package good for? So the three-step process is designed to last for 30 days. And it can vary depending on if some people use it day and night, or if some people, it is designed to be used daily for 30 days. Но многие спрашивают также, на какое время рассчитана система и насколько ее хватает. Но мы ее создавали с расчетом на то, что если пользоваться ею каждый день, то ее хватит на 30 дней, то есть на месяц. The next question, can young people use it and how often? And the answer is yes. The system is very gentle. The ingredients work together to give a healthier complexion, and it is suited to all skin types. So young and old people can benefit from it. Еще один вопрос заключается в том, могут ли молодые люди пользоваться этой системой. Да, могут. Система обладает очень мощным эффектом и, как я уже сказала, была разработана с учетом того, чтобы люди разных возрастов и разных типов кожи могли ею пользоваться. So for the best results, it's suggested that you use the system every day for a week, your first week, and then 3 times a week after that for your first month as your skin gets used to it. И поэтому, в принципе, мы советуем первую неделю пользоваться этой системой каждый день, затем использовать систему как минимум 3 раза в неделю в течение 90 дней, то есть 3 месяцев. И после 90 дней уже 2-3 раза в неделю, как вам удобнее. And some people, after they achieve the results that they're looking for, use it just twice a week to maintain their results and their lasting effects. It's a very powerful system. So it's gentle enough to be used daily. Some people find that they use it twice a week or 3 times a week, particularly with the mask. Кроме того, очень многие люди, которые уже достигли желаемого эффекта, для того, чтобы его просто поддерживать, пользуются данной системой 2 раза в неделю. Как я уже упоминала, эта система действительно очень мощная, но она при этом очень нежная. И если пользоваться, как это сказать, и абсолютно безопасно пользоваться ею даже каждый день. And it looks like that's all the questions I have on that one.
There was a question here that many members and prospects noticed that the previous formulation was stronger and gave a better lifting effect, and the current one, the mask in particular, doesn't give as strong lifting as before. You know, on that, the actual active ingredients that do the lifting and the toning did not change. We are actually using the same. Those products never did contain parabens. So we're actually using the same ones in the old and the new. Ну, вот еще такие вопросы возникают касательно того, что поменялось и почему многие клиенты говорят, что лифтинговый эффект стал слабее. На самом деле те компоненты, которые отвечают за лифтинговый эффект в маске, они никогда не содержали парабенов, и мы их вообще не заменяли. Они остались теми же самыми. And they're also being used in the same amounts. И кроме того, в новой формуле количество компонентов, которые отвечают за лифтинг, осталось неизменным. So there really shouldn't be a difference in the lifting and the tightening. The mask in particular had very, very, very few changes between the old formula and the new. И что касается изменения в составе маски, в частности, там произошло наименьшее количество изменений. Мы практически ничего в ней не поменяли. And were there any other questions I missed? I actually wanted to ask another thing about the young people that many members are concerned with. Many people are concerned that if you're young, let's say 20 or your early 20s, and you start using the mask, your skin will get used to that, and then it cannot, you cannot live without it. You have to do it all the time. Do you understand what I mean? Yes. You're worried that the skin will get addicted to it, you know what I'm saying? Yeah. I'm just trying to think of how to explain that. Well, you can also just say that skin starts aging starting from the age of 22, and this is it. You know, the Skindulgence system is designed primarily to cleanse and tone and moisturize, but not in a way that changes your own body's functionality to where if you stopped, let me think about that because I'm not explaining that very well. For example, if you do something, maybe you'll know how to explain this better than I am. If you do something like taking a hormone, then you get that effect because now your body knows it doesn't need that hormone, so it stops making it. So you can never stop taking that hormone. So you won't have that with a topical system like this. We're not actually changing the physiology to where your body will stop doing what it does naturally. If that makes sense. I think it does perfectly. Yeah, we're just assisting it with the nourishing and the hydrating and helping it to synthesize the collagen, but we're not taking the place of that system. So if you stopped using it, your skin would still do all of those things in the same way that it normally would. Okay, sure, thank you. И это был дополнительный уточняющий вопрос про молодых людей, молодых девушек, которые пользуются этой системой. Некоторые выражают опасения, что если в молодом возрасте начать пользоваться системой, то дальше, как это сказать, будет только хуже, потому что якобы кожа может привыкнуть, и после этого уже не будет работать самостоятельно, и без системы невозможно будет прожить вообще. Но на самом деле эта система была разработана для того, чтобы очищать кожу, тонизировать кожу, приводить ее в тонус и мощно увлажнять. На самом деле можно сравнить по аналогии с гормоном, например, да, то есть когда, к примеру,
мы своему организму начинаем давать какой-то гормон, мы его искусственно замещаем. Организм сразу понимает, что ага, этот гормон теперь мне вырабатывать не нужно, да, я его буду получать извне, и прекращает его вырабатывать. Таким образом, этот гормон нужно будет принимать постоянно. С системой дело обстоит совершенно иначе. Оно не содержит никаких искусственных гормонов, не содержит никаких компонентов, которые замещают, если можно так выразиться, функции кожи. На самом деле, все, что делает система, это просто помогает коже выполнять свои функции. Да, там содержатся различные компоненты для того, чтобы помогать коже самостоятельно вырабатывать коллаген, самостоятельно вырабатывать эластан, самостоятельно поддерживать тонус и самостоятельно поддерживать иммунитет кожи. Эта система не меняет физиологию, и поэтому в основном, как я уже сказала, она нацелена на то, чтобы помогать коже выполнять свои естественные функции и поддерживать себя в здоровом состоянии. Поэтому молодым людям абсолютно безопасно ею пользоваться. И, кроме того, вы, думаю, тоже видели, что очень многие люди, которые достигли хорошего эффекта с использованием маски, да, после этого начинают пользоваться ею 1 раз в неделю, иногда даже 1 раз в 2 недели, и от этого их кожа не ухудшается, но по-прежнему остается в хорошем состоянии. Okay. Okay. That sounded great. Thank you. We have still some time to reply some questions about LaVie, and I will just ask them to send extra questions to our customer support. Okay? Okay, perfect. И сейчас, поскольку у нас за объяснениями маски время вебинара уже практически подходит к концу, сейчас Джоди ответит на несколько вопросов, связанных с напитком LaVie. Самые часто распространенные, часто задаваемые вопросы. И дополнительные вопросы, еще раз вас прошу, все дополнительные вопросы, которые у вас сейчас возникли и возникнут, пожалуйста, отправляйте в службу поддержки для того, чтобы мы могли задать их разработчикам и после этого вам на них ответить. Спасибо. Okay, please. Maybe you can just say just a couple words about this drink, and then you can just get to the questions. Okay. The LaVie is a very unique, incredibly nourishing drink. It's got a lot of ingredients that were carefully sourced from very reputable sources that were also sourced to be highly effective. LaVie – это потрясающий напиток, в котором содержится огромное количество растительных компонентов, и все из этих компонентов мы получаем только из проверенных источников. It's also a great tasting drink. Все мы знаем, что у него прекрасный вкус. Thousands of people have loved it over the years. It's a lot of people's favorite. И у многих из наших клиентов он действительно является самым любимым продуктом. So that being said, there is caffeine content in LaVie, which I guess brings us to the first question. Is it okay for people with heart issues or blood pressure to drink it? Тем не менее, наверное, многие из вас знают, что в LaVie содержится натуральный кофеин, и поэтому очень часто мы получаем от наших клиентов вопрос, а безопасно для людей с высоким кровяным давлением и с болезнями сердца пить LaVie? NHT does not recommend that people with heart issues or very high blood pressure drink LaVie. Но если у человека действительно имеются серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, либо нестабильное и высокое кровяное давление, рекомендуется пить LaVie с осторожностью. Anyone that is currently on medication or has a pre-existing condition should consult with their doctor prior to introducing any health supplements, including LaVie.
Вообще это касается всех пищевых добавок, биодобавок, не только LaVie, не только других продуктов нашей компании, но и любых биодобавок от других компаний, которые вы употребляете, либо хотите употреблять. Если у вас или у вашего клиента существует какое-то заболевание, серьезная медицинская ситуация, серьезное медицинское заболевание, человек находится на стационарном лечении, либо принимает медицинские препараты, перед употреблением любой биодобавки мы всегда рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом. The LaVie drink is a dietary supplement, and therefore it is not intended to cure or prevent or treat any specific conditions that a customer might have. Кроме того, не стоит также забывать о том, что наши продукты являются очень мощными продуктами питания, это биодобавки, но тем не менее мы всегда говорим, что они не нацелены на то, чтобы выявлять, диагностировать или вылечивать какие-либо болезни, которые есть у вас или у ваших клиентов. People should feel free to take it in to their physician and let them look at the ingredients and let them make an assessment specific to their individual use of the product. Поэтому мы часто рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом, возможно, даже принести этот напиток на прием к врачу. И, конечно же, не стоит забывать о том, что лучше получить мнение нескольких специалистов, как минимум 2 или 3. The next question is why kids cannot drink LaVie, and starting at what age could they drink LaVie? Due to the presence of caffeine, and it has about the same caffeine as a cup of coffee, maybe slightly higher. Because of that, it is not recommended for children or pregnant or nursing women or people that are sensitive to caffeine. Ну, спрашивают часто наши клиенты, почему детям нельзя сок LaVie, с какого возраста можно пить LaVie. Но не забываем о том, что в LaVie содержится натуральный природный кофеин, и люди, которые не достигли возраста 18 лет, беременные, кормящие женщины, а также все люди, у которых есть чувствительность или аллергия на кофеин, всем мы им рекомендуем пить LaVie с осторожностью. So unless it's specifically recommended by their own personal physician, there's really no reason for a child to consume LaVie or any other caffeinated product. И если ребенку специально его лечащий врач или терапевт не прописал продукты, в которых содержится кофеин, то, в принципе, нет никакой необходимости для детей пить LaVie или другие кофеиносодержащие продукты. So based on a lot of major health organizations like the American Academy of Pediatrics, it's suggested that kids under the age of 12 don't eat or drink any caffeine-containing foods or beverages. Under the age of 12, right? Yeah. Okay, thank you. Кроме того, согласно многим международным организациям, кроме того, в частности, Американской ассоциации педиатров, которая постановила, что детям младше 12 лет нет никакой необходимости употреблять кофеиносодержащие продукты. Еще раз повторяю, детям младше 12 лет. Okay. Is there any chance that you can please mention how is the caffeine in LaVie different from the one that they consume in coffee? Much of the caffeine in LaVie comes from natural plants like guarana and green tea. Ну, каким же образом кофеин, который содержится в LaVie, отличается от кофеина, который содержится в чашке кофе? Кофеин, содержащийся в LaVie, мы получаем из натуральных экстрактов таких растений, как гуарана и зеленый чай. Because they come from natural sources, the caffeine content can vary slightly, although it is strictly tested to be within a very specific range. But it is the natural sources tend to be a little less harsh of an effect than synthetic caffeine on the body.
Кроме того, не стоит забывать, что натуральный кофеин обладает более мягким эффектом, чем синтезированный или искусственный. Кроме того, в процессе производства кофе кофейные бобы обрабатывают разными препаратами, которые также, когда вы этот кофе пьете, когда вы пьете этот кофе, сделанный из этих бобов, которые также могут обладать неблагоприятными эффектами. So for that reason, we haven't had ourselves, we haven't had any specific reports of anyone that have their heart racing or any of the effects that people tend to get with the straight synthetic caffeine. Кроме того, мы до сегодняшнего дня не получали никаких сведений о том, чтобы у кого-то сбивался сердечный ритм или начиналась аритмия, или появлялись любые другие проявления от употребления напитка LaVie, хотя это часто бывает при употреблении синтетического кофеина. Okay. This should be it, right? Any other questions on that one? I think there is a lot of questions, but I should probably ask them to send it to me, and then I will just ask you through the email, okay? Okay, sure. Absolutely. Спасибо большое всем за вопросы, которые вы присылали. Надеюсь, мы ответили, возможно, на самый распространенный из ваших вопросов, которые вас волновали больше всего. Еще раз повторяю, пожалуйста, не пишите вопросы в чат, отправляйте их через службу поддержки. Все вопросы, которые вы пишете в чат, при закрытии приложения тут же потеряются. Поэтому все вопросы, повторяю еще раз, которые у вас возникли, присылайте через службу поддержки. Джоди обязательно на них ответит, для того, чтобы вы смогли получить удовлетворяющий вас ответ. Надеемся, что данная информация, которую вы сегодня прослушали, была вам полезна, что вы что-то для себя уяснили новое. Вы что-то поняли, каким-то образом иначе посмотрели на эти продукты. И еще раз спасибо большое, что выделили для нас время, чтобы послушать этот вебинар. Okay. Okay. Well, they're all saying thank you in the comments. So thank you very much for the webinar. Yes, thank you so much for having me. I really appreciate it. It was a pleasure. Спасибо большое, Джоди тоже говорит, спасибо большое всем, кто сегодня пришел на этот вебинар и выделил в такую рань время на то, чтобы получить данную информацию. Надеемся, что данные сведения каким-то образом вам помогли. Все вопросы, пожалуйста, еще раз повторяю, задавайте через службу поддержки. И на этом будем прощаться. Запись вебинара у нас будет готова и выложена на сайте также в ближайшее время вместе с презентацией. Всего доброго и всем до свидания. Thank you, Jody. I just said goodbye to them and we can just exit the webinar. Okay? Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Всем до свидания.